Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим новолунию, и не просто новолуние, это первое новолуние, это магический день, когда вы можете заложить фундамент на весь 2024 год. Поэтому обязательно прослушайте те или иные рекомендации, которые мы скажем в этом видео. Также обязательно проделайте практики на привлечение денег, изобилия, достатка и благополучия. И все мы с вами это должны сделать 11 января. Давайте далее, друзья, все более подробно проговорим. Итак, друзья, 11 января, и у нас с вами первое новолуние этого 2024 года. И вы знаете, первое в году новолуние – это и начало нового цикла. Все знают, что первое новолуние года – это особо важная астрологическая точка. Почему именно важно? Дело в том, что именно с этого момента вы можете начать самые лучшие перемены в своей жизни. И каждый человек, если правильно проживет 11 января, будет проводить практики, будет мыслить, как мы далее поговорим, вкладывать всю свою энергию, то у вас 2024 год, наперекор тому, что высокосный год, год зеленого деревянного дракона, а также тех событий, которые пройдут на протяжении года, у вас все пройдет благополучно, удачно и успешно. Итак, друзья, у нас с вами новолуние 11 января произойдет в 14 часов 57 минут по московскому времени. Но что самое важное, друзья, это новолуние в знаке зодиака Козерог. Дело в том, что знак зодиака Козерог тесно связан с такими сферами, как технологии, коммуникации, деньги, финансы и, конечно же, это медиасферы. Кроме того, очень важно понимать, что новолуние пройдет по определенным напряженным точкам. То есть в некоторых точках нашей планеты будут происходить какие-то климатические перемены. Где-то будут затронуты и сейсмические зоны. Поэтому вы должны только мыслить позитивно, только отправлять посылы радости, любви не только к себе, но и к своему окружению. Кроме того, обращаем ваше внимание, что само новолуние, а также 3 дня до и после, это у нас с вами наиболее уязвимые, неустойчивые и дни с минимальным количеством энергии. И очень важно понимать и знать, что сам по себе Козерог – это достаточно мудрый знак зодиака, поэтому не тратьте энергию на что попало. Поэтому в самое ближайшее время приведите в порядок все свои дела. Это касается и дома, это касается и обязательно на работе. Также уделите внимание технике. Это касается не только техники на работе, там факс, ксерокс, принтер, да. Это касается и дома всей техники. Уделите внимание и документам, потому что очень много у людей бывает просто захламленное место какими-то документами, какими-то чеками, квитанциями, которые уже даже отцвели и даже невозможно ничего прочитать, но люди почему-то хранят. Вот даже начните с таких документов. Далее очень важно, чтобы вы составили план задач на целый год и попытались разбить на месяцы. Также обращаем ваше внимание, что вот сейчас идет самое будет хорошее время для того, чтобы подготовиться к началу своего какого-то нового дела, возможно, бизнеса. Очень важно начать именно планировать новые действия для своих проектов. Все это мы делаем до новолуния и, друзья, в само новолуние. Также в новолуние попытайтесь сделать какое-то благотворительное дело. Это может быть все что угодно. Там кто-то может деньгами, кто-то может быть поделиться чем-то с продуктов питания, а возможно кто-то просто поможет человеку советом. Это также очень важно.
Также обращаем ваше внимание, что сейчас будет хорошо ограничить себя именно осознанно, то есть относиться с пониманием к любой вредной пище. И, конечно же, постепенно убирайте излишки еды, которые вы прямо чувствуете, что это вам мешает. Также не забывайте заниматься спортом, наше здоровье – это все. И вы знаете, если вы это начнете делать, то есть уделять внимание своему здоровью, уделять своим каким-то профессиональным навыкам, начнете уделять внимание дому, то вы увидите результат уже буквально через полгода. Но помните о том, что это новолуние не предполагает быстрого результата. Поэтому ваша задача в это новолуние ставить цели, задачи прописывать и постепенно, по чуть-чуть их реализовывать. И буквально через полгода, а это уже июнь-июль, вы увидите результат. Но тот результат, который вы увидите, вас действительно будет очень удивит, вас он очень порадует. Чем же интересно именно это новолуние 11 января? Ну, во-первых, обращаем ваше внимание, наш любимый с вами Меркурий уже не ретрограден, а точки новолуния в гармоничном аспекте с Ураном. А это что нам говорит, друзья? Это говорит о том, что мы должны прописывать свои планы, думать об обновлениях, о кардинальных переменах. То есть все, что мы хотим, желаем, нам нужно в это новолуние прописать, проговорить, сказать. Это очень важно. Кроме того, новолуние, как мы уже сказали ранее, пройдет в знаке зодиака Козерог. А этот знак зодиака, обращаем ваше внимание, вообще он сам по себе такой вот кардинальный. Поэтому вы можете именно сейчас в новолуние, обращаем ваше внимание, именно планировать. Не действовать, а именно планировать касательно решительных каких-то действий, касательно изменений в своей жизни, в том, чем вы хотите заниматься. Также обращаем ваше внимание, что Козерог у нас знак зодиака земной, он практичный, который, если Козерог, это кто у нас, да, это козел, который постоянно пытается выбраться в гору, а значит, вам нужно планировать дела, планы, которые связаны с карьерой, с материальными благами, с какими-то достижениями. В то же время знак зодиака Козерог – это знак зодиака достаточно категоричный и четкий. Поэтому, пожалуйста, вам нужно ставить, конечно же, конкретные задачи и ставить конкретные планы. Если мы говорим о каких-то абстрактных желаниях и воздушных каких-то мечтаний, то учтите, при таком раскладе у вас ничего в жизни не будет получаться. Поэтому вы должны сами четко для себя уяснить и понять, что вам нужно, как нужно и где вы хотите оказаться через полгода, через 9 месяцев или же через год. Также обращаем ваше внимание, что Козерог – это кто у нас? Это достаточно трудолюбивый знак зодиака, это целеустремленный знак зодиака, а значит, составляйте карту желаний, и у вас обязательно все получится, то, что вы хотите. Но это вы должны хотеть в первую очередь искренне, а не потому, что захотела подруга, знакомая или ваши близкие, родные люди. Поэтому в это новолуние обязательно планируйте. Планируйте от крупных планов до мельчайших. Это очень важно. И уже после новолуния начинайте действовать. Но это не значит, что прямо нужно сразу по всем фронтам. По чуть-чуть, понемножко, постепенно. И вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться. Кроме того, обязательно 11 января, уже вечернее время, обязательно проведите одну простую практику. Возьмите одну крупную купюру, но она должна быть не кредитная, это должна быть именно ваша крупная купюра. Положите ее на подоконник и скажите такие слова. Луна на небе рождается, моя удача приумножается. И оставьте эту купюру на подоконнике до 12 января, а утром обязательно ее положите в кошелек и не тратьте в течение 3 дней. Но когда будете тратить, обращаем ваше внимание, потратьте на что-то хорошее, вот чтобы вас это радовало. Поэтому или отложите изначально сумму, или то, что вас порадует.
Давайте еще проговорим, что категорически нельзя делать в это новолуние 11 января. Еще раз обращаем ваше внимание, новолуние достаточно интересное. Оно закладывает фундамент на весь год, поэтому если вы решили лишь бы что-либо делать и не обращать внимания на те или иные моменты в жизни, то учтите, так и весь год пройдет. Итак, первое, что нельзя делать, это стирать. Дело в том, что когда Луна рождается, энергетические ресурсы наши, они, знаете, как на нуле находятся, поэтому не стремитесь стирать. Даже если вам нужно сделать какую-то маленькую постирушку, не спешите. Также 11 января не стремитесь общаться с большим количеством людей. Один момент, если к вам приходят ваши клиенты, и вы с ними общаетесь, другое дело, когда вы навязываетесь, с кем вы говорить. Также ни в коем случае 11 января ни с кем не делитесь своими какими-то планами, какими-то задачами. Не то чтобы на данное время, а даже на полгода или на год. Кроме того, ввиду того, что энергии мало, люди теряют контроль над своими эмоциями. И, соответственно, люди становятся достаточно уязвимы, поэтому сейчас нельзя будет ссориться, ни в коем случае не вступать ни в какие конфликты, потому что они привлекают только негативную энергию, вот именно эти потоки энергии. И вместо того, чтобы созидать, вы будете, наоборот, разрушать. Помните о том, что новолуние достаточно сильное время. Кроме того, не начинаем никакие новые проекты, никакие дела. Ваша задача сейчас только планировать. Активные действия начнете только после того, как начнется растущая Луна. Поэтому только мы с вами занимаемся планированием. На что еще стоит обратить внимание? Ни в коем случае в новолуние не даем никому никакие крупные суммы. Даже не старайтесь в это новолуние давать чаевые. Даже если вы привыкли это делать, то подумайте о том, что вы прощаетесь с деньгами. Да, щедрость это хорошо, но не в это новолуние. Вообще в это новолуние следует очень бережно обращаться с деньгами, потому что иначе вот вы сейчас закладываете фундамент на весь 2024 год. И вот как вы относитесь с деньгами в новолуние, такие на протяжении всего года те или иные события будут происходить в вашей жизни, связанные с деньгами. Поэтому если вы на этот день запланировали какую-то крупную покупку, перенесите уже на начало растущей Луны, потому что новолуние в знаке Козерог – это очень тончайшие энергии, которые закладываются на весь 2024 год. Поэтому, пожалуйста, не спешите. Прямо сейчас, друзья, в комментариях к этому видео напишите одно слово, то слово, которое у вас ассоциируется именно для вас с 2024 годом. Итак, здоровье, если вам действительно нужно здоровье. Далее, защита, если действительно вы знаете, что вам нужна защита на протяжении 2024 года. Далее, напишите изобилие и достаток, если вам действительно нужны деньги и материальные блага. Также можете прописать, что вы желаете, что вы хотите. Вот просто можете в комментариях к этому видео написать свои планы на будущее, на весь 2024 год. Можно прописать тезисно, можно расписать, но пишем только за себя. Пожалуйста, не надо писать, чтобы ваша дочка, ваш сын, там, свекровь и так далее. Каждый пишет за себя. Вы просите только за себя. Пожалуйста. Многие допускают ошибку, когда начинают просить за кого-то, чтобы что-то было. Вы должны беспокоиться в первую очередь за себя, потому что когда Вселенная видит, что вы просите за кого-то, значит, вам ничего в жизни не надо. И потом не сидите и не плачьте, что вот так вот происходит. Кроме того, девочки и мальчики, это новолуние, оно достаточно важное и такое вот энергетически сильное для многих людей. Поэтому именно 11 января, уже начиная именно с пика новолуния, с 14 часов 58 минут по московскому времени, вам нужно обязательно провести одну практику. Вам нужно сказать всего лишь 2 слова для достатка. Эту практику главное проводить в хорошем расположении духа. Вы ее можете провести в любое время, когда вам будет удобно. Но есть один момент. Эту практику нужно проводить, чтобы и что-то надо выбрасывать. То есть вы можете, например, после 14
11 часов, да, после обеда по московскому времени, потому что нас смотрят все-таки в разных регионах, и у каждого свой часовой пояс, нужно что-то выбросить. Вещь, хлам, мусор выбросить. Так вот, когда вы будете выбрасывать это, обязательно скажите такие слова. Итак, друзья, записывайте или запоминайте. Бедность и нужду прогоняю, а достаток и деньги приглашаю в свой дом. Выбросьте, сказали, выбросили мусор и сразу уходите домой. Ни с кем не здоровайтесь, не общайтесь. Пришли домой, посмотрели в зеркало, улыбнулись, и только уже после этого можете заниматься своими делами. Это очень важная практика, и, друзья, она вам поможет не только избавиться от того негатива, зла, который есть в вашей жизни, но и также привлечь изобилие, достаток и благополучие. Также, друзья, обращаем ваше внимание, что это новолуние будет сложным для некоторых знаков зодиака. Итак, это для козерогов, для овнов, раков, весов, а также львов и близнецов. Поэтому обращайте, пожалуйста, внимание и будьте немножечко осторожны и внимательны. Вот такое, друзья, у нас с вами первое новолуние 11 января. Мы всем желаем всего самого наилучшего. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.